Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, сегодня у нас пятница, 17 декабря, и уделим внимание этому дню. Поговорим о том, что нужно обязательно сегодня сделать, на что нужно обратить внимание по народным приметам. Также обязательно произносите эту фразу для того, чтобы удача на протяжении была всего дня. Обязательно обновите солонку солью, ну и дадим определенные еще советы и рекомендации. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вот много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, сегодня у нас с вами пятница, 17 декабря, и мы с вами можем потихонечку сбавлять обороты. Но важно, чтобы вы воздержались от важных дел, потому что энергии очень много у нас, и мы не всегда можем правильно принять во внимание те или иные моменты в своей жизни. Но сегодня прекрасный повод для планирования, полноценного отдыха, а также медитации и расслабления. Обращаем внимание, откажитесь сегодня от каких-либо медицинских операций, также не посещайте сегодня больных, для того, чтобы не взять на себя чужое заболевание. Часы сегодня процветания, то есть это то идеальное время для бизнеса, для подписания контрактов, для решения вопросов касательно инвестиций, важных встреч, дел, для начала всего нового и счастливых событий. Это время у нас будет с 11 часов 15 минут до 15 часов 40 минут. А удачные часы, которые помогут нам нейтрализовать плохие влияния и благоприятно в это время обращаться за помощью, будет поддержка достаточно хорошая. Это время с 16 часов до 17 часов 45 минут. Сегодняшний день не подходит активности, рожденным в год змеи. 17 декабря – это тот день, когда в нашу жизнь возвращаются старые какие-то проблемы, какие-то нерешенные задачи и люди из прошлого. В этот день могут дать о себе знать старые какие-то непрожитые чувства, эмоции. Поэтому давайте вместе с вами будем это отпускать. Не держим в себе, оно вам не нужно. Сегодня появляется у людей уникальная возможность проститься со всем этим, прожить и оставить за своей спиной. В работе проявляйте сегодня творческие какие-то новые подходы. День сам по себе, он активный, он предназначен для движения и работы. Главное, следите за собой и энергией, потому что человек может думать о том, что энергии много, и он может взяться за любую работу, но к вечеру, уже в пятнице, будет тяжело что-либо закончить или сделать. Также обязательно сегодня общайтесь, потому что общение принесет сегодня радость и пользу. Прощайте других людей, отпускайте свои обиды. Что же касательно физических нагрузок и спорта, день будет полезным. Постарайтесь также, обращаем ваше внимание, что сегодня могут вернуться старые болезни, поэтому важно, чтобы вы поддерживали свой иммунитет. И сегодня можно экспериментировать во всем, что вы считаете важным и нужным для себя. А вот сны в этот день показывают нам проблемы, которые нужно решить, и пути их решения. Сегодняшние слова, которые помогут вам на протяжении всего дня, слова аффирмации, звучат следующим образом. Я живу по своим правилам. Я нахожусь в нужном месте и в нужное время. Я умею выбирать главное. Я свободно думаю и действую. Мой разум – разум победителя. По народным приметам и народному календарю сегодня день Варвары, и в какой-то степени этот день, этот праздник считается бабьим. Варвара считалась заступницей женщин. Эта святая является хранительницей от внезапной смерти и почитается беременными женщинами. Они ее молят о легких родах. В этот день по народным приметам запрещается делать любую женскую работу. А вот рукодельничать сегодня можно было, но при условии, что прежде нужно сказать следующие слова. Варвара пришла, все под запрет взяла, только шить и вязать разрешила, когда я слово Божье говорила. Затем трижды сказать молитву «Отче наш».
Считается, что готовые изделия вплетаются сегодня божественные частицы, которые помогут справиться со всеми бедами и невзгодами, а также поспособствуют исполнению задуманного. В вещах, изготовленных 17 декабря, можно безбоязненно отправляться на важные мероприятия, деловые ужины, делать доклады, просить о повышении по службе или заработной платы. Знаете, все пройдет успешно. 17 декабря ни в коем случае не рассказывайте посторонним людям о своих проблемах в отношениях со свекровью, иначе они могут только усугубляться. В Варварин день надо взять новое полотенце и пойти с ним в храм, чтобы попросить святую помочь избавить от конфликтов с матерью мужа. После этого полотенечко нужно будет подарить свекрови. Считается, что как только она вытерется этим полотенцем, то сразу же по-другому станет относиться к своей невестке с добротой, отзывчивостью и лаской. В этот день хорошо отдавать долги, потому что близится Новый год, а с долгами в него вступать не принято. Также постарайтесь 17 декабря в этот день посвятить покупке подарков. Но не забудьте в дом купить и небольшой талисман. Это может быть все что угодно, все то, что вам именно сегодня захочется купить. Например, это может быть и подковка, и веничек, какая-то фигурка, клевер и так далее. Также вы в Варварин день можете заговорить талисман на привлечение женского счастья. Сильным и действенным в этом плане является камень агат. Возьмите кусочек камня или украшение с ним и помойте под холодной проточной водой. Затем зажмите крепко в руке, поднесите к губам и трижды скажите следующие слова: «Защити», «Помоги» и «Мне счастье принеси». С этой минуты камень всегда должен находиться при вас. Если со временем он потускнел, значит он всю энергию уже отдал. Поэтому нужно будет приобрести новый агатовый талисман и повторить этот ритуал. Также сегодня хорошо проверять и перебирать шкафы с одеждой. Избавьтесь от всех ненужных вещей и по возможности отдайте их нуждающимся. Вещи, которые лежат, которых вы уже не надевали более года, держать не следует. Они только притягивают к вам неприятности. Уделите сегодня больше внимания и времени своим домочадцам. Не забывайте, что именно они являются наиболее важными людьми в вашей жизни. Никому сегодня не одалживайте денег, потому что этот долг вряд ли вам вернут. Нельзя сегодня и бродить на улице после наступления темноты, иначе вы можете столкнуться с нечистой силой, которая разгуливает по земле в это время, и стать ее жертвой. Запрещено красить сегодня что-либо. Это касается и волос, и стен, и даже свои губы. Считается, что в противном случае можно изменить судьбу до неузнаваемости. Не факт, что в положительную сторону. Также 17 декабря нельзя слушать голос разума. При принятии решения обязательно нужно прибегнуть к силе интуиции. Если она разрешает рискнуть, то пробуйте. Также не вступайте сегодня и в конфликтные какие-либо ситуации, потому что этот день считается не самым удачным для компромиссов. Все они окажутся сомнительными для вас. По этой же причине не рекомендуется высказывать свое мнение относительно каких-либо принципиальных вопросов. И вообще в целом лучше провести 17 декабря молча, не вступая в беседы. Можете разговаривать, главное не сплетничайте, главное, чтобы вы не шли на конфликт. Это вам не нужно, и иначе ваши недоброжелатели могут это использовать в самом ближайшем времени против вас. Также сегодня вы можете, сегодня у нас с вами пятница, и в эту пятницу вы можете наполнить солонку солью до краев и сказать следующие слова. Это соль моей семье на крепкое здоровье и верный доход. Желательно подобрать солонку такого размера, чтобы соли хватало как раз на всю неделю. Или, если у вас не получается использовать всю, то хотя бы щепоточку соли каждую пятницу
добавляйте в солонку. Ну, а сегодня, когда вы будете заходить куда-либо, именно, например, из дома будете идти в офис или сегодня заходить в какие-то государственные учреждения, после домой возвращаться, перед тем, как вы будете заходить куда-либо, обязательно скажите следующие слова. Вот и пятница пришла, мне удачу принесла. И сейчас одеваюсь, с удачей встречаюсь. И удача будет с вами сегодня на протяжении всего дня. Вот такой, друзья, у нас с вами день, пятница, последний день рабочий на этой неделе. Давайте его вместе с вами проведем плодотворно, чтобы встретить субботу и воскресенье. Помним, что у нас на 19 декабря ожидается несколько важных событий. Это и День Святого Николая. Это у нас с вами, друзья, и полнолуние, и 19 декабря ретроградная Венера. По ретроградной Венере, посмотрите, у нас уже видео вышло. Очень важная информация, поэтому приятного всем просмотра.